Доброго времени суток, зрители портала hellraisers.pro. Сейчас мы будем общаться с двумя людьми, которые готовят команду Hellraisers к чемпионату в Йончопинге, к DreamHack Winter. С нами сегодня Андрей Городенский, тренер CSGO состава, и Владислава Захлебина, менеджер. Первый вопрос к Владе. Расскажи, как готовятся ребята, все ли получается в этом тренировочном процессе и так далее. Готовится успешно. В этом нам помогает Андрей. О самом тренировочном процессе, я думаю, расскажет он сам. Вот. Ну, в принципе, все проходит гладко. Хорошо. Итак, недавно Андрей стал помогать нашему коллективу с тем. С чем? С чем ты стал помогать? Стал помогать. Стал кем для них? Я стал для них временным тренером и координатором. В чем твои функции? Что ты делаешь? В принципе, я занимаюсь полностью тренировочным процессом. Выстраиваю всю модель игры, весь план на игру. Координирую во время игры их действия. Вот и все. Значит ли это, что ты ушел из команды The Team, в которой ты до этого играл, или нет? Нет, ни в коем случае. The Team, просто у нас перерыв небольшой, поэтому ребята предложили мне из HR подготовить их к DreamHack, и я согласился. Хорошо. Как ты оценишь форму, в которой состав сейчас находится, и сравни форму, в которой они были до того, как ты начал с ними заниматься, и их сегодняшнюю? Форма раньше была у них, конечно, ужасная. Отвратительная форма была. Сейчас форма хорошая. Отличная форма, я бы сказал. Форма, которую одевают они на себя, или игровая? И та, и та. Обе формы. Ну, в принципе, форма у них, если брать игровую форму, то они набрали очень хорошую игровую форму, индивидуальную. Если брать стратегию и тактики, то у нас тоже все довольно-таки неплохо. Мы практически укладываемся в сроки. Улучшилось это однозначно. То есть в данный момент они находятся в очень хорошей форме и могут обыграть практически любую команду на турнире. И помешать им в этом могут только они сами. Хорошо. Вопрос Владе по поводу буткемпа. Где, как, когда? Рассказывай. Расскажу. Мы начали тренироваться в Арене, в нашем любимом клубе. Спасибо им большое, что предоставляют нам место для тренировок. Нам здесь уютно и комфортно, как у себя дома. Вот. Продолжим мы буткемп в Швеции, в Стокгольме, в Inferno Online. Мы там будем тренироваться 3 дня. Решили на 5 дней не ехать. 3 дня хватит для акклиматизации и как бы для такого более подходящего, ну, я не знаю, или даже больше настроя именно на чемпионат, чтобы уже полностью в атмосферу поглотиться. Вот. О чем еще? Буткемп проходит, как я уже говорила, хорошо, гладко. Вот. Скажи, какие цели ставит руководство перед командой и ребята сами перед собой на DreamHack? Мы ставим самые наивысшие цели, и мы, и руководство, мы стараемся, пытаемся, иногда не получается, извините, болельщики, но мы стараемся, и спасибо за вашу поддержку в самые трудные времена. Вот. И, надеюсь, будем радовать всегда вас победами и победой на DreamHack. Хорошо, Андрей, скажи, уже известны группы. У Ашера она одна из самых сложных, которые только могли быть. Первым соперником и самым главным по группе будет Cloud9. Прогнозируют специалисты, что именно с американцами у нас будет вестись борьба за выход в плей-офф. Как ты оценишь их сегодняшнюю форму? Американцев, я имею в виду. Что они себя представляют вообще? Американцы, ну, это больше переоцененная команда, чем... Я бы не говорю, что они такие прям топовая команда. Они действительно переоцененные, потому что в основном
команда это выигрывает за счет индивидуального скилла. Чаще всего, и это зависит... Если это происходит, то это значит, что игра у них нестабильная. Мы это могли заметить после Кёльна. Они выстрелили один раз, потом они выступили очень плохо. Вот. И все это будет зависеть, по сути, от их ключевых игроков. Там есть Nothing, там есть Hiko. Если эти ребята будут себя проявлять с лучшей стороны, будут делать какие-то нереальные вещи, как это было в Кёльне, то у них есть какие-то шансы. А так, эта команда, по сути, она просто играет в очень простой КС, и в современное время в CSGO этого недостаточно, чтобы обыгрывать топовые команды. Вот. Я могу точно сказать, что мы готовы намного лучше, чем они. То есть их мы точно должны обыгрывать. Вот. И, у нас, я скажу тебе, не самая сложная группа. Есть посложнее там группы. Но если не учитывать сейчас эти баны, то у нас как минимум есть африканцы. Самая слабая команда на турнире, если она присутствует в группе, мы уже не самая сильная группа. Хорошо, но у нас в группе есть и топ-1 мира, как многие считают, команда Fnatic. Они выиграли 3 или 4 последних лан-чемпионата, на которых они были. И по силам ли Ашер их победить? Вообще в последнее время много команд есть топовых, и у всех есть шансы. Есть 8, там 10 команд, которые при должных обстоятельствах могут обыграть друг друга. Все зависит от нескольких факторов. Да, и они постоянно, эти факторы меняются. У кого-то они лучше, у кого-то хуже. Вот. Но на данный момент у них есть шанс обыграть Fnatic 100%. То есть если каждый игрок будет играть на свой максимум, мы выстроим так игру, что мы сможем их обыграть. Если не Best of One, то Best of 3 точно. Влада, тебе вопрос по поводу читерских скандалов, которые захлестнули CSGO комьюнити в последнее время. Как ты думаешь, каким образом бан французских игроков скажется на смотрибельности DreamHack? Смотрибельности, я думаю, не сильно скажется, потому что в любом случае это интересное событие в мире Counter-Strike, как-никак, какой большой призовой фонд, плюс мировые команды. Конечно, очень жаль, что игроки Epsilon и Titan не смогут присутствовать на DreamHack. Там есть достойные игроки, которые достойны того, чтобы там участвовать. Некоторые забаненные игроки, если честно, как-то у меня было удивление, например, насчет того же Киоли. Как-то не ожидала я, что его забанят. Но мир КС жесток и беспощаден. Вот. И я надеюсь, что в дальнейшем будет меньше банов, и меньше читеров, и меньше банов. Хорошо, Андрей, ты как человек более просвещенный в плане комьюнити игроков именно, киберспортсменов, скажи, ожидаешь ли ты в ближайшее время еще каких-то сенсаций а-ля Киоли забанен и так далее? Сложно сказать. В принципе, почему сложно? Потому что никто не ожидал, что такие игроки такого уровня могут быть читерами. Вот, то есть ты играешь долгое время в этом комьюнити и находишься в нем, и являешься его частью, и тут внезапно такая новость шокирующая. То есть, но мы не знаем на самом деле, что это за лакбан, что он означает, как часто игрок читерил, когда он читерил, что он делал для того, чтобы читерить. Вот, есть только теории, догадки, какая-то скрытая утечки информации от каких-то владельцев читов. Но насколько это правда, мы не знаем. То есть, опять же, SMN, есть такой игрок-читер, с которого все началось. Сложно верить читеру, потому что он уже читер. Да? Почему мы должны верить его словам, если он уже читер? Да, кто-то будет говорить, да, он хочет оправдать себя просто таким образом. А кто-то будет говорить, что он пытается слить других читеров. Но тут две стороны, там даже может их больше этих сторон, потому что читеру верить нельзя, это факт. Вот. Но, как мы видим, многие игроки получили уже по бану. Вот. И ожидать ли следующих банов, сказать очень сложно, потому что мы не знаем, что это за бан, в принципе, вообще, за что он дается. Вот. Но, опять же,
фактор, который самый главный здесь, то, что эта новость, как бы, она начинает сеять сомнения в тебе, очень серьезные сомнения. То есть ты полностью был убежден в том, что есть такой-то игрок, у него хороший скилл, у него хорошие навыки, он в чем-то талантлив в какой-то части игры. И ты был в этом убежден. И тут внезапно говорят, что он читер, да? И теперь ты можешь просто сомневаться практически в каждом игроке. Ты просто будешь пересматривать все игровые моменты и думать, что а вдруг он здесь читерил, а вдруг он здесь не читерил. Вот. И вот фактор сомнения, по-моему, самый главный, который пришел, да, присутствует здесь за счет этой новости Вагбана. Вот. А остальные читеры или не читеры, мы этого знать не можем. И ожидать, не ожидать, это невозможно предсказать, потому что мы не ожидали, что такой игрок, как Йоли, может быть читером. Хорошо. Вопрос Владе как менеджеру. Что команда будет делать после DreamHack? Есть ли планы уже на какие-то турниры или хотя бы наметки, какие-то расписания, возможно? Ну, мы будем исходить из того, как мы выступим на DreamHack. Плюс у нас выдался очень тяжелый год. Мы тренировались практически без отдыха. Поэтому мы, я думаю, возьмем небольшой перерыв, чтобы игроки смогли нормально восстановиться, отдохнуть, увидеть семьи, девушек и прочее. Вот. Но я думаю, мы будем участвовать в нескольких онлайн-играх, в которых ведутся переговоры. Возможно, нас куда-то еще пригласят. Ну, или же еще, как вариант, возможно, вы нас увидите в Москве в январе. Но это все только разговоры. Вот. Тогда еще недавно был запущен конкурс на сайте для болельщиков на лучшего фаната. Скажи, пожалуйста, ожидали ли увидеть такую активность? Так много приятных слов. Я лично был шокирован, как игроки, как менеджмент. Ну, мы были очень приятно удивлены. Нам действительно очень приятны ваши слова. Спасибо вам большое, потому что все игроки, менеджмент читают все ваше творчество. Нам очень приятно, и мы заряжаемся энергией на победы. Надеемся их оправдать. И как бы участвуйте. Я думаю, приз победителя очень обрадует. Вот. И как бы спасибо еще раз за ваши теплые слова. Расскажи, Андрей, насколько профессиональному киберспортсмену приятно читать подобные вещи, когда болельщики пишут какие-то пожелания или хвалебные оды? Насколько это влияет на игру? Ну, я думаю, похвала всегда кому-то нужна. Кому-то нужно признание в любом случае на какой-то период жизни. Каждому человеку нужно признание кого-то в чем-то, чтобы было, ну, это необходимо, по сути, да. Но я думаю, молодым игрокам это более полезно. Таким как Simple, то есть я думаю, ему нужно вот какое-то вот самоутверждение вот за счет этих фанатов, немного внимания. То есть, ну, я особо так не углубляюсь в эту тему, то есть стараюсь не сильно зачитываться в этих вещах, вот. Но кому-то, да, кому-то нужно быть в лучах славы, кому-то нужно, чтобы уделяли внимание. Кому-то нужно просто свобода действий, как-то больше личной жизни, больше как-то вот не раскрывать какие-то аспекты своей личной жизни. Хорошо, тогда последнее слово Владе в преддверии важного чемпионата. Если тебе что-то сказать фанатам, передать от команды какие-то слова и так далее. Ну, вернусь к этой новости. Мы, я думаю, будем не раз возвращаться к ней после проведения конкурса и читать ваши пожелания. Хочу сказать большое спасибо Асусу и Рогу за то, что нас поддерживают. Спасибо вам, болельщики, за то, что, несмотря ни на что, вы верите в нас. Надеемся, что мы вас обрадуем победами. Да, не все получается, не все сразу, но мы стараемся, действительно стараемся, пытаемся делать работу над ошибками и идти вперед. Спасибо вам, будьте с нами, заходите на наш сайт, подписывайтесь на YouTube и наши соцсети. Спасибо. Болейте за Ашер, всего хорошего, пока. Пока.